думаю, многие сейчас удивятся, увидев, что я выполняю тренировку на беговой дорожке в уклон, а мы находимся в горах. Но на самом деле на этапе круглогодичной подготовки мы с Катей используем тренировки как на беговой дорожке, как на велостанке, как и на эллипсе. Это отлично влияет на рост спортивной формы. Многие эксперты говорят, зачем выполнять тренировку на беговой дорожке, если задействуются не те мышцы, у нас подключается не вся мышечная группа, которая подключается, когда мы бежим по ровному или в гору. Но для атлетов, которые выполняют большой объем тренировок, в этом и преимущество, что мы позволяем опорно-двигательному аппарату немного разгрузиться, выполняя тренировки, например, на беговой дорожке. Поэтому многие атлеты, как трейлранеры, как и марафонцы, практикуют беговую дорожку в своей подготовке. Ну а для тех, кто готовится к гонке в горах и не имеет возможности тренироваться в горах, беговая дорожка – это вообще отличный инструмент для повышения своего перформанса. Самое главное – делать это правильно, и сегодня мы об этом и поговорим. Первое. Как выбрать беговую дорожку и какие выполнять тренировки на беговой дорожке. На самом деле не существует каких-то определенных стандартов по выбору беговой дорожки. Конечно же, чем мощнее двигатель беговой дорожки или чем больше уклон устанавливается, если вы готовитесь к гонке в горах, тем лучше будет беговая дорожка. Механическая беговая дорожка или вот такого плана, в принципе, разницы огромной нет, потому что все равно всю подготовку мы не сможем сместить на беговую дорожку, мы сможем выполнять только там определенную часть тренировок. Об этом мы еще позже поговорим. Какие тренировки выполнять на беговой дорожке? Если вы готовитесь к гонке в горах, то, конечно же, стараться нужно выполнять тренировки в основном в уклон, начиная от 5% и заканчивая 40%. Существуют и такие беговые дорожки. Мы, например, с Катей чаще всего на беговой дорожке выполняем именно интенсивные тренировки, потому что очень удобно, когда бежишь какой-то интенсивный отрезок, например, МПК-интервалы по 3 минуты, предположим. Бежишь, например, в 15% уклон интенсивный отрезок на максимум практически, потом между отрезками ты, например, убираешь полностью уклон, что очень тяжело сымитировать, когда, например, выполняешь это в горах. То есть обычно, если забежал в гору, нужно либо обратно спуститься, либо дальше продолжать двигаться в гору. Тяжело подобрать, чтобы, например, получилось 3 минуты забежать только в гору, а восстановление выполнить по ровному. На беговой дорожке же вы сами здесь имитируете, где выполнять вам нужно будет интервал сам, восстановление, и это очень удобно. Длительные тренировки, в принципе, тоже допустимо выполнять на беговой дорожке. Когда мы бежим в гору на беговой дорожке, у нас основная мышца – это ягодичная, и часто она перенапрягается из-за длительного воздействия, и начинаются проблемы с тазобедренным суставом. Поэтому более 2 часов на беговой дорожке я бы не рекомендовал делать. Золотая середина – это 1,5 часа. Конечно же, если у вас большой опыт бега на беговой дорожке, и вы качественно занимаетесь своим восстановлением, используете различные перкуссионные массажеры, роллы, массаж, то есть после тренировки снимаете этот тонус, то да, здесь можно и до 2,5, даже до 3 часов есть, я знаю, ребята доводят тренировки на беговой дорожке в уклон, но все-таки идеально, если вам нужно выполнить очень длительную тренировку, час сделать на беговой дорожке, час эллипс, час велостанок. И, соответственно, функционально вы получите тот же итог, а мышечное воздействие тоже будет достаточно эффективным, потому что основное преимущество трейлранинга – это то, что у нас задействуется очень много мышц, когда мы бежим в горах, потому что постоянно меняется уклон, может быть дорога, потом тропа, потом камни. И, соответственно, любой из этих видов, велостанок, очень похожая биомеханика, эллипс, очень похожая именно шаговая механика, беговая дорожка, здесь, в принципе, сама механика бега похожа. И все эти 3 вида отлично скажутся на рост вашей спортивной формы, поэтому, когда вы выполняете очень длительную тренировку, лучше чередовать эти виды активности. Ну и, конечно же, какие-то восстановительные тренировки. В принципе, здесь я бы рекомендовал на таких тренировках чередовать бег и ходьбу. То есть сейчас мы вернемся на беговую дорожку, мы расскажем, покажем, как это правильно делать. Но почему именно чередовать бег и ходьбу? Потому что на соревнованиях в горах вам придется не только бежать. И чем больше будет уклон, чем больше будет высота над уровнем моря, тем больше вам придется идти шагом. Это относится не только к любителям, относится также к профессионалам. Даже на самых непродолжительных гонках, таких как вертикальный километр, которые лидеры бегут 30-35 минут, приходится идти шагом, потому что это просто эффективнее, чем пытаться бежать. Иногда уклон, поверхность просто заставляет вас перейти на шаг, и это ни в коем случае не легко, это всегда тяжело, но самое главное, если вы на тренировках не будете выполнять такие пошаговые тренировки, на соревнованиях вам будет намного тяжелее, потому что мышцы просто не адаптированы шагать именно правильно. Следующее. Как выполнять тренировки на беговой дорожке? Самое главное — выполнять их
правильно с точки зрения механики бега. Беговая дорожка – это все-таки не специальный инструмент. Специальный инструмент – это когда мы выполняем тренировку в приближенных условиях к соревновательным. Беговая же дорожка – это у нас полотно и меняется уклон. Но меняется уклон только по вертикали. Поднимается, опускается. На местности же часто у нас, в принципе, в горах это не бег по дороге, а бег по тропкам. И тропка у нас, помимо того, что меняется сам по себе уклон, меняется поверхность и положение тропы. То есть может быть такой уклон, может быть такой. И у нас задействуется очень много мышц-стабилизаторов. На беговой дорожке мы их не подключим никак. Поэтому мы должны, даже не подключая эти мышцы, имитировать уже бег, как будто мы бежим в горах. То есть на беговой дорожке в уклон, если вы будете бегать неправильно, вы можете бежать там широким шагом, хоть как, но вы будете развиваться функционально, да, подключите часть мышц, которые задействуются в гору, но все равно это будет не столь эффективно. Давайте, чтобы понять вообще, как это делать правильно, разберем отличия бега по ровному и бега в гору. Когда мы бежим по ровному, у нас задача максимально исключить вертикальные колебания. То есть задача двигаться прямо. То есть у нас должен быть длинный, упругий шаг, бег за счет нашей массы тела. То есть мы подали корпус вперед, наклонились и добавляя работу за счет наших мышц, двигаемся прямо. Руки. Когда мы бежим по ровному, первое отличие от бега в гору, у нас прижаты на уровне талии, и мы постоянно ими работаем так, чтобы двигаться вперед. Когда мы бежим в гору, наша задача проталкивать себя вверх. И руки здесь намного важнее, чем при беге по ровному. Если там они у нас болтаются и болтаются, можно так сказать. Здесь же это наш рычаг. Мы должны локотки отвести в стороны и работать ими, помогая себя проталкивать вверх. И чем сильнее уклон, тем больше мы должны работать руками. Так вот, прежде чем даже начинать тренировку на беговой дорожке, можно, как я сейчас пробую, просто не заходя на беговую дорожку, сначала попробовать правильно научиться бегать на месте. Так вот, начинаем работать локотки в стороны. Следующее – это тазобедренный. То есть основная мышца, как я уже сказал до этого, это ягодичная. Мы должны, когда мы бежим по ровному, ни в коем случае не подсаживаться, потому что многие, имея мышечный дисбаланс, часто подсаживаются и бегут и по ровному коротеньким шагом. Это плохо. Вы должны добиваться того, что когда вы бежите по ровному, не подсаживаться. Но когда вы бежите в гору, вам нужно подсаживаться. Если вы немножко не подсядете, вы не сможете эффективно подключать ягодичную мышцу, основную мышцу. Так вот, вы немножко подсели. Следующее – это колено. Когда мы бежим в гору, особенно по тропкам, у нас там будут камешки, корешки, нам придется немножко поднимать его, дорабатывая стопой. Вот такое движение делая. На беговой дорожке, естественно, не хочется этого делать, если мы просто начинаем выполнять. Но для того, чтобы, опять же, готовить свои мышцы уже к бегу на местности, мы должны колено немножко задирать вверх. И стопой дорабатывая, высоко работая на стопе. Вот такое простое движение нужно сначала начать выполнять на месте. Вот такое. Здесь мы почувствуем, что руками мы себе помогаем вверх проталкиваться, колени у нас работают, и все у нас связано, мы себя чувствуем такой пружинкой. Ну а теперь можно идти на беговую дорожку. Не знаю, первую свою беговую дорожку лет 5 назад как приобрели, там уклон был 20%, мы искали с большим уклоном, но потом пришли к такому выводу, что у нас рядом всегда горы, и нам в принципе 15% достаточно. Хотя многие ребята, кто у нас тренируется, даже в тренажерных залах ни одну дорожку сломали. Уклон был 15-20%, пытались подкладывать различные деревяшки и так далее, но просто двигатель не выдерживает. Поэтому осторожнее с этим. Если вы хотите сделать себе настоящую гору с беговой дорожки, будьте осторожны, можно нарваться на сильный штраф в фитнес-клубе. А вообще, в принципе, наверное, порядка 30% тренировок в определенные этапы подготовки мы можем выполнять на беговой дорожке. И нам это позволяет, опять же, снизить нагрузку именно на опорно-двигательный аппарат. И, в принципе, иногда просто разгрузиться, потому что, когда много тренируешься, не то, что лень на улице выйти тренировку сделать, но иногда и погода может быть плохая, а на беговой дорожке можно что-то интересное включить, посмотреть и совместить образовательный процесс с тренировочным. Так вот,
Я сейчас выставляю 15% уклон, ставлю небольшую скорость, чтобы просто показать вам механику бега в гору. Вот 15% и 5 км в час. Как бегут многие неправильно, сначала показываю. Вот так большинство бежит на беговой дорожке. В чем здесь неправильность? Стопа у вас работает неправильно, вы не подсели. То есть сейчас вы в гору не бежите, вы в гору передвигаетесь. Руки не помогают. Начинаем исправлять ошибки. Локотки в стороны. Уже добавив правильную работу рук, невозможно вот так бежать. Уже хочется на стопу встать. Подсаживаюсь я немножко, не сильно. И начинаю работать на стопе. Коротенькими шажками поднимаю колено вперед. Не на носочках, на стопе. Кто бежит более-менее нормально, вроде бы и руки правильно работают, и подсел, но все равно бывает допускают вот такую ошибку. Начинают длинными шагами бежать. Это будет допустимо бежать длинными шагами, если вы готовитесь к гонке, которая пройдет вся по дорогам. Там вам не придется крастись коротенькими шажочками, но чаще всего в горах приходится бегать по тропам. Поэтому локотки в стороны, подсели, и еще раз, и работаем вот так. Следующее. Какие тренировки выполнять, мы немного поговорили, но как их выполнять? Опять же, возвращаясь к тому, что на гонке вам придется не только бежать, но и ходить. Очень эффективно чередовать ходьбу и бег. Как это делать? Если с бегом мы разобрались, то есть как бежать, как ходить. Сейчас мы сильно на этом останавливаться не будем, потому что у нас на канале можно найти видео по технике ходьбы в гору. Оно старенькое немножко, но в ближайшее время обновим. Но буквально пару слов. Существует 3 основных вида ходьбы в гору. Опять же, основные моменты. Когда мы идем в гору, самое главное, чтобы у нас основная рабочая мышца была ягодичная. Для этого мы должны подсесть. Вот смотрите, если я не подсяду, я начинаю идти как по улице. Это неэффективно. Вот так неправильно. Теперь я иду агрессивно правильно. Вот он, первый вид ходьбы. Вот смотрите, я подсел, начинаю загружать стопу с пятки, можно так сказать даже. Не со стопы, не с носка. То есть вот. Конечно, если уклон будет очень крутой на местности, там мне придется со стопы идти. Но вот на таком уклоне и на дорожке с пятки. Без дорожки. Подсел. Здесь небольшой такой полукруг. Руки на бедро. И при каждом отталкивании я должен чувствовать, как будто у меня рука пружинит. Это первый вид ходьбы. Следующий вид ходьбы. Очень часто бывает, что на гонках, в зависимости, особенно когда очень крутой у нас уклон, сильно устает поясница. И многим приходится просто остановиться и дождаться, когда поясницу отпустит. Но в вашем случае, если вы можете правильно идти в гору, именно с правильной постановкой рук, вы сможете продолжить агрессивно идти, но в этот же момент поясница разгрузится, буквально там несколько минуток. Так вот, например, бежали вы, бежали, прошли потом, устала поясница. Продолжаем ногами работать так же, но меняем положение туловища. Руки ставим вот на вот эти косточки, либо вот так, либо вот так. Постараемся прямо облокотиться на них. И начинаем вот таким же агрессивным шагом продолжать идти. На самом деле это такая мелочь, но это очень эффективно. И для большинства, у кого я говорю, проблемки возникают буквально несколько минуток, это поможет. И следующий, третий вид ходьбы, это самый эффективный вид ходьбы.
ноги работают так же, как и в первых двух, меняется работа рук. Смотрите, локотки в стороны. Вспомним обезьян больших. И начинаем работать руками, то есть локти в стороны. Рука у нас свободна, она должна болтаться. Специально мотать ими не надо, то есть корпус должен быть расслаблен. И начинаем вот таким агрессивным шагом идти. По количеству тренировок. Конечно же, здесь все зависит от вашего тренировочного объема и от тренировочных задач. Если вы тренируетесь в среднем 6-8 часов в неделю, или может быть даже меньше, то до 50% тренировок, особенно в зимнее время, когда на улице скользко, холодно, вы можете смело проводить на беговой дорожке, и это негативно не повлияет на качество тренировки. Но чем ближе старт, тем, конечно, вы должны искать больше возможностей тренироваться на местности, найти какую-то даже небольшую горку и работать основные тренировки на именно уже тех условиях, которые более приближены к гонке. А на каких-то базовых этапах 50% тренировок от смело. Если вы тренируетесь порядка 8-15 часов или возможно больше даже, то здесь 30-40% тренировок в базовый период тоже можно смело делать на беговой дорожке. Ну а ближе к старту уже процентов 15-20 и больше ее использовать в качестве как раз вот как мы с Катей используем, чтобы опорно-двигательный аппарат разгрузить. Еще раз. Тренировка будет максимально эффективной, если вы будете ее выполнять на беговой дорожке с правильной техникой. Если вы будете чередовать как уклон, так и различные техники ходьбы и бега. Например, выполняя тренировку какую-то, например, быструю, очень удобно на беговой дорожке, как уже сказали. Например, бежали в 15% уклон, потом 0 поставили, потом опять 15. Также ходьба, бег. То есть еще раз вот сейчас покажу просто, как это может выглядеть. Например, выполняю я какую-то восстановительную тренировку. Вот я начинаю. Бегу, предположим, 5 минут. Бегу правильно, слежу за техникой бега. Очень хорошо в тренажерных залах часто бывают зеркала. Можно хорошо следить, как вы бежите. Теперь начинаю идти. Опять же, иду правильно, чувствую, как будто вот меня отталкивает от бедра, как будто я пружинка. Пробежал. Поменял уклон. Добавил немного скорости. То есть при этом контроль пульса и интенсивность именно пульсовая у вас остается в одном режиме. Меняется только техника сама и уклон. Перехожу на шаг, добавляю уклон. Начинаю опять бежать. И так далее. Самое главное — делать подготовку свою разнообразной. Трейл-раннинг позволяет это делать. Потому что, еще раз повторюсь, задействуется максимальная группа мышц, когда мы бежим на местности. И делая подготовку разнообразной, ваша в целом форма будет улучшаться, вам будет намного интереснее тренироваться. Самое главное здесь все делать правильно, не жадничать, я говорю, потому что лишний раз, когда плохая погода, вроде бы хочется и на улице сделать, это всегда приятней, но иногда качество тренировки в зале будет для вас выше. Поэтому не стоит слушать тех, кто говорит, что беговая дорожка вообще неэффективна, задействуется очень мало мышц, которые включаются у нас при беге. Да, это так, но и вы же всю подготовку не переводите на дорожку. Для большинства функциональный рост, он намного важнее будет, чем в целом специальный рост, потому что только начинаете, когда бегать, задача именно повышать только функциональные возможности. А специальную работу вы еще успеете сделать. Надеемся, наше видео было полезно. Удачной подготовки. Встретимся на тропах.